Kader mi dersin, büyük bir tesadüf mü dersin bilmiyorum ama hiçbir şey söylemeden sanki beni anlıyor gibiydi. Birbirimize çekiliyoruz sanki. Yepyeni bir kalbin var artık senin. İyi kullan bu şansı. Kimse için yorma yeni kalbini. O kızı görmek bu kadar mı önemli senin için? O kız bana Melike'den kalan tek şey. Bir evlensen, çocukların olur. Böyle savrulmazsın oradan oraya. Aslı'ya bakmıştım ama. Çok komiksin. Güzel olmuşsun. Bak, seni düşündüm. Bazen böyle hızlı atıyor, çarpıntı gibi. Belki aşktır. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Смогут ли они удержать ослы подальше от Рейхан? Узнают ли ослы, что ее мать Хюлья пообещала Фиген держать ослы и Рейхан подальше друг от друга в обмен на дом и деньги? Скажет ли Арас ослы, что Эмре хочет, чтобы она вышла за него замуж за деньги? Как ослы выпутаются из всей этой суматохи? Вызовет ли интерес Метина к Рейхан и ревность его жены новый хаос в семье? Могла ли Рейхан создать эмоциональную связь с братом своего мужа Метином? Что предпримет Арас, когда Фиген начнет давить на Араса, чтобы тот женился на ней? Будет ли Арас впечатлен, увидев ослы ухоженной и впервые накрашенной? Испытывает ли ослы чувства к Арасу, ведь она сердце Мелике? Что будут делать ослы и ее братья и сестры, когда Хюлья отнимет у Фиген деньги и дом и бросит детей? Каждое событие в жизни ослы будет менять ритм ее сердца, и этот ритм станет не просто биением органа, а силой, определяющей ее судьбу и направляющей жизни окружающих. Хотя она и пытается держать Рейхан подальше, разорвать эту связь будет практически невозможно. По мере того, как бьется ее сердце, ослы будет все больше притягиваться к Рейхан, и невидимая связь между ними будет крепнуть с каждым днем. Давление со стороны Фиген, других родственников и особенно тех членов семьи, которые хотят защитить свои интересы, попытаются отдалить ослы. Они будут говорить: она не наша Мелике, бросать ее и пытаться сломить ее резкими словами. Однако растущее внутреннее сопротивление ослы поможет ей противостоять этому давлению, и Рейхан, зная, что сердце ее дочери бьется вместе с ней, будет действовать еще решительнее. Эта борьба за обладание приведет как к глубокой близости между матерью и дочерью, так и к серьезным конфликтам с другими членами семьи. Обещание Хюльи держать ослы и Рейхан подальше друг от друга в обмен на дом и деньги, которые она получит от Фиген Ханем, станет одним из самых важных поворотных моментов, которые изменят ход событий. Когда ослы узнают эту правду, ее доверие к матери будет глубоко подорвано. Решение матери пойти на такую сделку ради собственной выгоды, а не ради ее защиты, ляжет тяжелым бременем на сердце ослы. Двуличие Хюлье изменит ее в глазах ослы не только как мать, но и как чужачку, которая продаст своего ребенка ради собственной выгоды. С этого момента ослы решают идти своим путем, стремясь вырваться из тени матери. Однако ритм ее сердца, ее привязанность к Рейхан и семье всегда будут тянуть ее назад. Этот внутренний конфликт ускорит взросление души ослы, превратив ее из ребенка в молодую женщину. Арасу также предстоит пережить серьезные расплаты. Узнав о желании Эмре жениться ради денег, он поставит Араса перед серьезной дилеммой. Если он расскажет ослы правду, ее жизнь снова пошатнется, а доверие к Эмре будет окончательно разрушено. Но с каждым днем молчания совесть Араса будет все тяжелее. Его честность и зарождающиеся чувства к ослы заставят его сказать правду. Это, в свою очередь, сделает Араса достойным доверия человеком в глазах ослы. Хотя Арас и пытается скрыть свое влечение к ослы, он будет чувствовать волнение в своем сердце с каждым ее движением. Эти волнения сменятся восхищением, особенно когда он впервые увидит ослы ухоженную, с макияжем и в ее собственном свете. Этот момент станет поворотным для Араса, он начнет видеть в ослы не просто хранительницу сердца Мелике, а женщину с собственной уникальной личностью. Ослы же, в свою очередь, будет испытывать противоречивые чувства к Арасу. Она будет разрываться между теплом, которое чувствует в сердце, и навязчивой мыслью: он любовник Мелике. Когда ее сердце обратится к Арасу, она почувствует вину, но сердцебиение не позволит ей отстраниться от него. Этот внутренний конфликт откроет новую главу в истории ослы.
Проблемы, которые Рейхан переживает в своем браке, повергнут семью в серьезный хаос. Когда интерес Метина к Рейхан раскрывается, это нарушает мир в доме, начиная с ревности его жены. Этот кризис, начинающийся внутри семьи, вскоре повлияет на жизнь всех членов семьи. Рейхан, разрывающаяся между сердцем и преданностью, станет для нее серьезным испытанием. Если между Рейхан и Метином расцветет незримая связь, это нарушит не только порядок в семье, но и ее связь с Аслы. Внутренние проблемы Рейхан могут ослабить ее способность защищать дочь. Давление Фиген Ханым на Араса, вынуждающее его жениться, станет новым поворотным моментом в событиях. С одной стороны, Арас столкнется с требованиями семьи, с другой — с Аслы, столкнувшись с еще большими трудностями. Это давление вынудит Араса либо подчиниться семье, либо встать на сторону Аслы. Сцена, где он впервые осознает свет Аслы, повлияет на его решение и определит его дальнейшую судьбу. Возможность того, что Фулья бросит детей и начнет новую жизнь с Аканом в обмен на деньги и дом, полученные от Фиген Ханем, станет одной из самых разрушительных реалий для Аслы и ее братьев и сестер. Эта истина разрушит их мир, а отказ матери ради собственной выгоды нанесет им непоправимую рану. Однако эта боль лишь укрепит их сестринскую связь. Аслы будет вынуждена взять на себя роль и сестры, и матери. Эта ответственность заставит ее сердце биться чаще, но и придаст ей сил. В конечном счете, сердце, бьющееся в груди Аслы, станет испытанием не только для нее самой, но и для Рейхан, Хюльи, Араса, Эмре и всей семьи. С раскрытием каждой тайны, с раскрытием каждого предательства сердце каждого будет биться в другом направлении. Путь Аслы будет мучительным, сложным, но в то же время преобразующим. Ее сердце, словно нить, объединит боль и надежду, став самым прочным символом, связывающим прошлое и будущее. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.